Привет, Арми. Никто не ожидал, что BTS продолжит саундчек в Мексике во время мексиканского тура, когда начался проливной дождь. Но то, что произошло дальше, полностью изменило атмосферу на стадионе. Многие фанаты думали, что участники покинут сцену ради безопасности, но Тэхён и Чингук внезапно вышли под дождь, словно ничто не могло их остановить. Толпа мгновенно взорвалась аплодисментами. Камеры повсюду начали фокусироваться на них, когда они мягко улыбались, махали промокшим Арми и продолжали выступать, даже когда сцена становилась все мокрее с каждой секундой. Но момент, который фанаты пересматривают снова и снова, произошел, когда Чингук указал на толпу, а Тэхён тихо подошел к нему ближе, так, как никто не ожидал. Энергия между ними ощущалась по-другому, эмоционально, почти защитно, и фанаты в сети теперь называют это одним из самых незабываемых моментов Тэкука за весь мексиканский тур. Даже под проливным дождем они не позволили Арми уйти разочарованными. И, честно говоря, то, что произошло за эти несколько минут, возможно, и стало причиной того, что этот саундчек внезапно стал вирусным повсюду. После этого дождь только усилился. Но, как ни странно, внутри стадиона, похоже, никого это уже не волновало. Тысячи фанатов застыли на месте, держа в руках зонты, телефоны, плакаты и светящиеся палочки, наблюдая, как Тэхён и Чингук продолжают двигаться по сцене, словно сама погода исчезла. То, что должно было стать простой саундчиком, постепенно превратилось в нечто гораздо более эмоциональное, и даже персонал у ограждений был удивлен тем, как долго участники продолжали взаимодействовать с толпой, несмотря на погодные условия. Казалось, все камеры внутри стадиона были направлены на Тэкука. Фанаты заметили, как Чингук неоднократно смотрел в сторону секторов, заполненных кричащими «ARMY», стараясь, чтобы каждая сторона стадиона чувствовала себя услышанной, даже под дождем. Тем временем Тэхён во время нескольких частей репетиции держался необычно близко, непринужденно подстраиваясь под темп Чингука, когда они вместе пересекали огромную сцену. Это не выглядело отрепетированным. Именно поэтому видеоролики с этого момента так быстро распространились в сети всего через несколько минут. Атмосфера накалилась еще больше, когда дождь усилился, ударяя по сценическим прожекторам и создавая вокруг них размытое серебристое свечение. Вместо того, чтобы спешить обратно за кулисы, они продолжали улыбаться, махать руками и выступать, словно полной решимости заставить фанатов забыть о погоде. Многие люди на стадионе позже признались, что изначально думали, что саундчек закончится раньше, но произошло прямо противоположное. Энергия каким-то образом усилилась. Фанаты особенно не могли перестать говорить о выражении лица Тэхёна на протяжении всего выступления. Скрытый под темной дождевой шляпой и большим пальто, он все еще поворачивался к зрителям с мягкими улыбками, которые камеры едва успевали четко запечатлеть из-за дождя. На некоторых видео он замедлял шаг у края сцены, чтобы еще на несколько секунд поприветствовать фанатов. Другие заметили, как Чингук казался невероятно энергичным каждый раз, когда толпа кричала громче, словно подпитываясь эмоциональной атмосферой, наполнявшей стадион. А затем наступил момент, который превратил весь саундчек в вирусный контент. Когда Чингук уверенно продвигался к передней части сцены, подбадривая публику, несмотря на погоду, Тэхён внезапно последовал за ним вплотную, что сразу же привлекло всеобщее внимание. Это длилось недолго, но реакция на стадионе была взрывной. Фанаты кричали так громко, что даже музыку стало трудно расслышать на некоторых записях. Социальные сети мгновенно заполнились замедленными видеороликами, крупными планами и эмоциональными реакциями фанатов, говоривших, что химию между ними невозможно игнорировать. Еще более эмоциональным все стало то, что участники группы выглядели искренне обеспокоенными тем, что фанаты часами стояли под дождем. Сотрудники службы безопасности постоянно проверяли толпу, но BTS продолжали уделять внимание каждой секции, словно пытаясь лично поблагодарить всех за то, что они остались, несмотря на погоду. Уже одно это чувство сделало всю атмосферу эмоционально более напряженной. Фанаты уже не просто смотрели на исполнителей на сцене. Это стало чем-то личным. Реакция в интернете взорвалась почти сразу после того, как начали распространяться видео саундчека. Фанаты из разных стран стали называть это одним из самых незабываемых моментов D3 на мексиканском концерте. Многие говорили, что дождь каким-то образом сделал все более кинематографичным и эмоциональным.
Несколько видеороликов, где Тэхён и Чингук идут рядом под грозовым небом, за несколько часов набрали огромный резонанс, особенно потому, что контраст между хаотичной погодой и их спокойными выражениями лиц выглядел нереально на камеру. Но больше всего фанатов поразило, насколько естественно все выглядело между ними на протяжении всего саундчека. Ничто не выглядело наигранным для камер. Небольшие взгляды, то, как они держались близко друг к другу, передвигаясь по сцене, мягкие улыбки фанатам и решение продолжить выступление, несмотря на дождь, все это вместе создало один из тех редких моментов, которые, как мгновенно поняли AR/MUI, станут незабываемыми. Даже после окончания саундчека никто не переставал говорить об этом. Фанаты, покидавшие стадион, продолжали пересматривать видео, пытаясь осмыслить увиденное. Некоторые описывали атмосферу как эмоциональный хаос. Другие признавали, что дождь на самом деле укрепил связь между BTS и AR/MUI. И среди всех моментов того вечера Тэхён и Чингук снова оказались в центре внимания, даже не прилагая усилий. Сейчас видеоролики продолжают распространяться по всем платформам, и многие фанаты считают, что этот дождливый саундчек D3 в Мексике может стать одним из самых обсуждаемых моментов Тэкука за весь тур. Но еще большее любопытство вызывает то, что в сети начинают появляться несколько ранее не публиковавшихся ракурсов со сцены, и фанаты убеждены, что в этих кадрах скрыты еще более эмоциональные моменты, которые камеры еще не запечатлели в полной мере. По мере того, как в сети появлялось все больше видео, снятых фанатами, AR/MUI начали замечать детали, которые большинство людей на стадионе полностью пропустили в первый раз. Сильный дождь, мигающие огни сцены и эмоциональный хаос отвлекали всех от небольших моментов, тихо происходящих между выступлениями. Но как только ролики замедлили и начали показывать снова и снова, вся атмосфера Мексика D3 внезапно стала еще более напряженной, чем предполагали фанаты изначально. Один конкретный ракурс быстро привлек внимание в социальных сетях. В центре залитой дождем сцены, когда участники группы двигались во время саундчека, Чингук ненадолго остановился у края платформы, чтобы посмотреть на толпу, кричащую его имя. Всего через несколько секунд рядом с ним снова появился Тэхён, идущий под дождем без колебаний, словно его естественным образом тянуло к тому же месту. Фанаты тут же начали обсуждать, насколько синхронно они выглядели на протяжении всего вечера, даже моменты, которые казались совершенно незапланированными. Реакции в интернете стали еще более эмоциональными после того, как в сети появились более четкие видео крупным планом. Было видно, как дождевая вода капает с их одежды и волос под светом сценических прожекторов. И все же оба продолжали мягко улыбаться фанатам, вместо того, чтобы спешить закончить репетицию. Многие AR/MUI признали, что кадры больше напоминали сцены из фильма, чем обычную саундчек-репетицию. Темное небо над стадионом, непрерывный холодный дождь и громкие эмоциональные крики тысяч фанатов создали атмосферу, которую никто не ожидал от предконцертной репетиции. Еще больше фанатов удивило, насколько иначе вел себя Тэхён в тот вечер по сравнению с предыдущими саундчеками. Обычно спокойный и игривый во время репетиций, на этот раз он выглядел необычайно мягким и внимательным на протяжении всего мексиканского D3. Камеры неоднократно запечатлели, как он замедлял шаг возле фанатов, махал рукой дольше, чем ожидалось, и внимательно наблюдал за разными секциями стадиона, в то время как Чингук заряжал энергией толпу неподалеку. Контраст между мощной сценической харизмой Чингука и тихой теплотой Тэхёна сделал весь момент эмоционально ошеломляющим для многих фанатов, смотревших трансляцию в прямом эфире. Затем в сети появился еще один ролик, который мгновенно поверг фандом в хаос. На видео Тэхён и Чингук стояли ближе друг к другу, чем фанаты могли заметить, во время одной из частей саундчека, в то время как вокруг них продолжал лить дождь. Не было никаких драматических действий, никаких очевидных жестов. И все же то, как они оба выглядели совершенно комфортно посреди бури, каким-то образом стало одним из самых часто пересматриваемых моментов вечера. Фанаты начали называть это взаимодействие кинематографичным, в то время как другие говорили, что эмоциональную атмосферу между ними невозможно описать должным образом. В течение нескольких часов видеоролики саундчека D3 в Мексике под дождем заполонили все платформы. Замедленные кадры, эмоциональная фоновая музыка, драматические подписи и реакции фанатов быстро распространялись, и миллионы просмотров начали расти практически мгновенно.
Некоторые фанаты сравнивали этот момент с культовыми воспоминаниями о концертах BTS из предыдущих туров, в то время как другие настаивали на том, что этот саундчек был еще более особенным, потому что он прошел в таких сложных погодных условиях. Ситуация стала еще более эмоциональной из-за осознания того, что BTS могли бы легко отменить все в тот момент, когда дождь стал опасным. Никто на стадионе их бы не осудил. Сцена была мокрой, видимость ухудшалась, и сотрудники постоянно следили за ситуацией. И все же участники группы оставались на сцене, продолжая заряжать энергией фанатов, которые ждали часами, чтобы увидеть их хотя бы на несколько мгновений. И каким-то образом Тэхён и Чингук стали эмоциональным центром всего этого. Фанаты начали отмечать, как часто камеры естественным образом возвращались к ним во время саундчека, даже когда на сцене происходило нечто большее. Их присутствие под дождем ощущалось как магнетизм, его почти невозможно было игнорировать. Каждая нежная улыбка, каждый взгляд в сторону зрителей, каждое тихое взаимодействие между ними мгновенно вызывало все более громкие крики толпы. Даже те, кто раньше не был в центре внимания Тэкука, признали, что химия между ними во время Mexico D3 в тот вечер была особенно яркой. По мере того, как видео распространялись по всему миру, все больше фанатов начали делиться эмоциональными личными историями со стадиона. Некоторые говорили, что неожиданно плакали под дождем, потому что участники выглядели искренне настроенными утешить ARMY, несмотря на погоду. Другие признавали, что атмосфера стала настолько эмоциональной, что они забыли, что стояли полностью промокшими несколько часов. Связь между BTS и фанатами перестала быть похожей на обычный концерт. Создавалось ощущение, что все на стадионе переживали один и тот же эмоциональный момент вместе. Но самая большая загадка, окружающая этот вечер, до сих пор не отпускает фанатов. Несколько фанатских сообщений возле ограждения утверждали, что между Тэхёном и Чингуком были еще более нежные моменты, которые камеры не смогли четко запечатлеть из-за дождя и движущихся прожекторов. В сети продолжают появляться короткие размытые видеоролики, заставляя фанатов еще больше пытаться выяснить, что же на самом деле произошло во время определенных частей саундчека. Каждый новый ракурс только подпитывает дискуссии, и многие ARMY теперь считают, что Mexico D3 может стать одним из самых легендарных дождливых моментов BTS за последние годы. И, как ни странно, несмотря на весь хаос, весь шум и весь проливной дождь, обрушившийся на стадион той ночью, фанаты больше всего помнят не саму бурю, а образ Тэхёна и Чингука, продолжающих мягко улыбаться ARMY, как будто уход со сцены раньше времени даже не рассматривался. К тому моменту, когда свет на стадионе начал слегка тускнеть ближе к концу саундчека, дождь уже превратил все пространство в нечто сюрреалистическое. Пол отражал каждую вспышку света, как стекло. Воздух становился все холоднее, и тысячи промокших фанатов все еще отказывались покидать свои места ни на секунду. Никто не хотел пропустить то, что могло произойти дальше, особенно после того, как Тэхён и Чингук неожиданно оказались в центре внимания всей ночи. Поначалу фанаты не понимали, насколько сильно сами участники группы, казалось, были затронуты атмосферой на стадионе. Несколько крупных планов позже показали моменты, когда Тэхён и Чингук ненадолго останавливались, чтобы просто оглядеться вокруг и посмотреть на толпу, прежде чем продолжить репетицию. Эти несколько секунд показались странно эмоциональными, когда фанаты позже пересмотрели видео в интернете. Казалось, что реальность момента полностью дошла и до них. Чем сильнее становился дождь, тем громче кричала толпа в ответ. Вместо того, чтобы создать дистанцию между BTS и ARMY, буря каким-то образом полностью ее стерла. Фанаты начинали скандировать громче каждый раз, когда участники приближались к краю сцены, и эмоциональная энергия только усиливалась, когда Тэхён или Чингук смотрели на зрителей. Даже сквозь размытые, залитые дождем объективы камер, их выражения лиц выглядели одновременно искренними, измученными и глубоко благодарными. Один из самых обсуждаемых моментов произошел в центре сцены, когда Чингук внезапно повернулся к группе фанатов, которые без остановки кричали, несмотря на то, что были полностью промокли. На видео с разных ракурсов видно, как он на мгновение замедляет шаг, словно пытаясь оценить, как толпа продолжает ликовать под дождем. Затем, всего через несколько секунд, Тэхён снова появился неподалеку, и реакция стадиона мгновенно переросла в настоящий хаос.
Позже фанаты в интернете признали, что это даже не было каким-то значительным взаимодействием. Ничего драматичного не произошло. И все же, даже самые незначительные моменты между ними во время Мексика D3 несли в себе эмоциональную нагрузку, которую фанаты могли физически ощутить через экран. То, как они естественно держались рядом друг с другом во время саундчека, стало одной из самых обсуждаемых тем среди фанатов. По мере того, как видеоролики распространялись в течение ночи, эмоциональные реакции стало невозможно игнорировать. Некоторые фанаты признались, что плакали, пересматривая видео с дождем, потому что атмосфера казалась такой искренней. Другие говорили, что саундчек напомнил им, почему BTS вообще стали так любимы во всем мире. Дело было не в совершенстве, дорогостоящих эффектах или безупречных условиях. Дело было в связи, которую они продолжали строить с фанатами даже в неловких ситуациях. А дождь только сделал все это еще более реальным. Обычно саундчеки – это обычные репетиции, которые быстро исчезают после окончания концерта. Но Мексика D3 стал чем-то совершенно иным. Фанаты почти сразу же стали воспринимать дождливые видеоролики как культовые воспоминания, архивируя каждый ракурс, каждый нежный взгляд и каждое взаимодействие, прежде чем они исчезнут под новыми моментами концерта. Даже крупные фан-аккаунты начали создавать, назвав это одним из самых эмоциональных саундчеков BTS за последние годы. Тем не менее, одна деталь продолжала преследовать фанатов больше всего. В течение всего вечера Тэхён неоднократно смотрел на публику с выражением лица, которое многие фанаты описывали как необычайно мягкое и эмоциональное. В сочетании с постоянной энергией и вниманием Чингука к ERMY, эмоциональный контраст между ними стал непреодолимым для анализа фанатами. Некоторые считали, что оба были глубоко тронуты, увидев тысячи фанатов, оставшихся под дождем, чтобы поддержать BTS.